Ты смотришь на различных комментаторов, аналитиков, менеджеров и интервьюеров и думаешь, я могу так же, как мне попасть в киберспорт? Сегодня я попытаюсь ответить на все эти вопросы и, возможно, дать советы, рассказать свою историю, поделиться каким-то экспириенсом. Меня зовут Даша. Большинство из вас знает меня как админа Эпицентра. Недавно я стала ведущей на YouTube-канале Force. Ну что ж, всем привет, меня зовут Даша, вы на канале Force Sports. Всем привет, вы на канале Force Sports, меня зовут Даша. Всем привет, привет. Итак, давайте начнем. Первое. Вы должны определиться, чего вы хотите, какую нишу в киберспорте вы бы хотели занимать. Для меня лично это пришло не сразу. Я очень сильно хотела быть комментатором. So that was a fucking lie. И я поняла, что это не мое. Вслед за этим я, не бросила эту цель. Я не бросила, киберспорт. Я обратилась больше в административную область. Я подумала, что я могу стать менеджером. Но также у меня всегда было большое желание видеться с новыми людьми, заводить новые знакомства и всячески расширять мой круг знакомств и друзей. Поэтому админ турниров звучало для меня идеальной работой в тот момент. Каждые 3 часа ты видишься, ты знакомишься с новыми 5-7 людьми. 5 это команда, 6 тренер и 7 это менеджер. Вслед за этим, когда я уже поработала какое-то время админом, я познакомилась достаточно с многими игроками, тренерами, менеджерами, комментаторами. И я поняла, что я хочу раскрывать людей с лучшей стороны. Так, перейдем ко второму общему пункту. Достаточно много времени вы будете работать за так, вы ничего не будете получать. И это абсолютно нормально. Я работала волонтером во многих организациях, на многих мероприятиях в течение, 4-5, может быть, даже лет. Моя первая нормальная зарплата это была Эпицентр. Никогда не стоит останавливаться, всегда пытайтесь. Также, если вы видите объявление или какой-то твит или еще что-то, что ищут и набирают в команду людей, но вы боитесь и сомневаетесь, потому что у вас нет опыта, вы нигде до этого раньше не работали. Не бойтесь присылать резюме, оставлять заявку, потому что лучше вы это сделаете, чем вы это не сделаете, потому что потом вы можете пожалеть. И вы никогда не знаете, как это все обернется. Если вас наймут, это может быть ваша возможность, которая откроет вам двери в путь вообще киберспорта. А если нет, то нет, вы, по крайней мере, попытались. Вы сделали все возможное, что вы могли бы предпринять на какой-то данный момент. Третий пункт как раз-таки связан с предыдущим прям напрямую. Улучшайте свои коммуникативные способности. Постоянные новые знакомства и расширение своих связей очень сильно вам помогут в будущем. Это вам никогда не повредит, не помешает. Может быть, эти новые знакомства приведут вас в какое-то еще новое место, или же вас кто-то наймет на работу. 4-й пункт. Нарабатывайте себе имя. Запомните одно. Это очень мудрая фраза, которую мне тоже один раз сказали, и я запомнила ее на всю жизнь. Сначала ты работаешь на свое имя, потом твое имя работает на тебя. То есть, что я хочу сказать? Вы должны быть трудолюбивыми, терпеливыми. Вы должны быть готовы к тому, что вы будете перерабатывать, и это будет нормально. На выходе это все в дальнейшем окупится. Вот, честное слово, я вам это обещаю. Люди будут любить вас за то, что вы трудолюбивый, надежный, к вам можно будет обратиться, и вы сделаете то, как они вас попросят. То, что вы будете делать это до конца, или то, что вы будете работать вне зависимости от того, что глухая ночь на улице или светит солнце, что вы будете жертвовать своими часами сна для того, чтобы помочь или сделать какую-то работу. Так вы будете нарабатывать имя. Вас будут дальше рекомендовать,
И так потихонечку вы будете выстраивать лесенку, по которой вы будете потихонечку забираться. 5 пункт. Будьте активными. Я не знаю, делайте то, что вам комфортно. Если вы твиттер-пользователь, пишите в твиттер каждый день. Если вы инстаграмер, то выкладывайте фотки и сторис в инстаграм. Выкладывайте видео на ютуб, если вы активны. Стримьте на твиче, если вы стример. Делайте это настолько часто, насколько это возможно. Вы заинтересуете построить аудиторию вокруг вас, которая будет знать вас, смотреть ваш контент. Люди будут заинтересованы, и когда вы станете уже более успешными, они будут пересматривать это, и то есть им будет интересен этот путь от того, как вы прошли там с низов, я не знаю, до топ-тир. А это всегда интересно. И еще к тому же кто-то может это увидеть в один день и пригласить вас куда-либо на работу, сделать вам коммерческое предложение. 6. В киберспорте уважают и любят людей, которые не меняются, даже если вот они добились всего, у них все есть, они супер популярные, замечательные и так далее и тому подобное, но они также отзывчивы, открыты, скромны о своих там достижениях. Так же, как это было когда-то давным-давно. То есть люди не поменялись. Самый яркий пример того, что я имею в виду, это, наверное, будет Йохан Нотейл. Человек не менялся, то есть он каким был, таким он и остался. За это его все любят. За его характер, он весь такой солнышко-подсолнух, просто излучает позитив, отзывчивость. За 3 километра его видно, он везде шагает с улыбкой. И 7. Если вы пытаетесь попасть в индустрию ради славы и денег, забудьте об этом. Вы должны любить то, что вы делаете. Если из вас это вытягивает энергию, вы устаете, не хотите этим заниматься, хотите прилечь, и вообще, зачем я это все делаю, это значит, что это не для вас. Это нормально. Киберспорт не для всех. Так же, как и любая другая индустрия. Не всем дано понимать математику или быть литературоведом. Если вы думаете, что вы попадете в киберспорт и будете, я не знаю, купаться в золоте, покупать себе машины, дома, все будет в шоколаде, то я вам открою небольшой секрет. Люди, работающие в индустрии, не получают столько же, сколько получают игроки. Получают намного меньше. Можно ли жить на эти деньги, на которые ты получаешь в киберспорте? Это достаточно субъективный будет ответ, потому что это зависит от того, от стиля и образа твоего жизни, в каком городе и стране ты живешь, сколько денег ты тратишь и так далее и тому подобное. Мой личный субъективный ответ будет да, я могу жить с денег, которые я получаю с киберспорта. Избегайте странных сделок и предложений, читайте дважды все, что вы подписываете. Будьте терпеливыми. Всегда успешные люди проходят через стадию там, где все очень плохо, их не уважают, не считаются, может быть, с их мнением. Это нормально. Через это, мне кажется, должен пройти каждый. Вы не должны ожидать того, что к вам придет какой-то дядя или тетя и сразу же предложит вам работу с высокой нереальной какой-то зарплатой или просто даст вам денег. Такого не бывает. Попытайтесь для себя понять, если это то, чего вы очень сильно хотите, то тогда вперед, дерзайте, не бойтесь. Киберспорт такая индустрия, которая любит и уважает талантливых людей. Ха-ха, не меня. Не ищите легких путей. Не бывает такого, что вы пришли и по щелчку пальцев вы уже Simple Device, Nutell, Сеп, Топсон, Анна или еще кто-то. Нет, посмотрите на всех этих людей, они усердно работали все те годы, что они были в индустрии, кровью, потом и слезами они добились, чего они добились сейчас. Это все мои советы. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем до новых встреч, пока!